Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз на декаду, на 10 дней. Что или кто спешит в вашу жизнь? События будущего с 10 по 20 июня. Давайте узнаем. Позволим картам раскрыть последовательность событий, с чем будут связаны эти 10 дней. И, конечно, останемся реалистами. Может быть, мы узнаем, нам карты раскроют, что что-то будет меняться, и нужно быть где-то готовым к тому, чтобы правильно сориентироваться во времени или в каких-то житейских ситуациях. Доброе время июня дает нам возможность либо что-то согласовать, может быть, и что-то исправить. И у нас сегодня две колоды. Мы не задаем картам Ленорман. У нас сегодня красивая колода Чаромаркетти. Мы не задаем вопросов, мы просто позволим картам раскрыть, с чем будут связаны эти 10 дней. Что же или кто же спешит в вашу жизнь? И останемся, конечно, реалистами. Я вас хочу пригласить на свой сайт. На нем есть, как и статьи по психологии, есть астрологические прогнозы, в том числе по китайскому гороскопу, какие знаки, к какому, точнее, знаку вы относитесь, и с чем для вас период лета. Период лета начинается с июня, и июнь – это очень важный месяц, потому что в каком-то спокойном режиме мы можем многие вещи согласовать, исправить, изменить и остаться довольными. Вот давайте посмотрим, что же или кто же спешит в вашу жизнь, события ближайшего будущего. События ближайших дней. Совсем на пороге уже у нас 10 число. Какие энергии или какие вопросы пытаются войти в вашу жизнь для решения. И достанем карту на колоде Таро. С чем это будет опять же связано. Что же спешит или что скоро произойдет. Как то, что вам нужно услышать, как кульминационное, может быть, событие или ваше решение. Неожиданности. Может быть, и правда какая-то откроется, или информация вам придет, и она вас перестраивает на другой лад. Добрая энергия. Или в чем ваша сила, мои дорогие? В чем ваша фортуна, удача, успех, что вам помогает? И по основным сферам жизни мы, как энергия дел ваших, может быть, согласований, у кого-то учеба, у кого-то документы, ну, самая разная палитра, что вы там себе в план поставили. Энергия денег, или энергия любви и личной жизни. Хотя личная жизнь не всегда про любовь, это еще бывают именно напрямую наши какие-то вопросы, то, что для нас важно, или мы, как, ну, например, наше творчество или хобби. Одним словом, пойдем вперед, и пусть нам карты раскроют. Вот посмотрите, прекрасный аркан. Уверенность, якорь. Есть, с одной стороны, что-то, то, что вы сделали, может быть, прежде очень хорошо. Но по этой карте идет еще и подсказка, что ты должен стабилизировать максимально все процессы, которые у тебя сейчас требуют решений. Вот этот якорь, может быть, и придется буквально заякориться или остановиться в том месте, где вы сейчас находитесь, пока куда-то не торопиться явно. Продолжать те отношения, которые есть, да, сложились. Или, может быть, продолжать работать на том же месте. Мы можем планировать что-то наперед, на будущее. Но это как-то должно правильно нами быть оценена обстановка вокруг. И в вашем знаке зодиака со следующего месяца будет первое вхождение Урана за долгий период времени. И войдет он в ваш знак ненадолго, до ноября. А потом он выйдет, вернется обратно в Тельце и там завершит реструктуризацию, которую он проводил предыдущие 7 лет. А в ваш знак зодиака на 7 лет он войдет с 27 апреля 2026 года. Но некоторые подсказки за эти месяцы вы можете получить. И это другая энергия. И весь мир ожидает как и каких-то новостей, так и буквально то, что будет меняться очень многое. Может быть, и рынок сам по себе финансов, да, какие-то системы финансовые. Нам придется себя перестраивать. И вот где-то якорь все-таки деньги. Если мы говорим финансы, основа нашего благополучия, возможности взаимодействия с миром. Может быть, и те вопросы, которые просто у вас сейчас, словно в зависшем состоянии. Вам карта будет говорить, самое время решить.
расставить все точки над «и». Причем так, чтобы не было неопределенности, а чтобы было больше ясности. Чтобы якорь, это ведь для чего он бросает? Его бросают, а чтобы во времена шторма корабль не унесло куда-то далеко. Поэтому вот ваш корабль жизни должен быть, как и штурвалом, придется держать его в своих руках прочно, уверенно, но, видимо, и подумать, где, с кем вот этот якорь я брошу или чем я буду заниматься в ближайшее время. Определиться явно с чем-то нужно. Вам эти энергии помогают. Ну, а у кого таких вопросов не стоит, то значит все то, что вы уже достигли, или то, что присутствует в вашей жизни, улучшайте. Вам это помогает. Вопросы дома, вопросы семьи, ваших близких, взаимодействия. Здесь может быть и помощь. Те, кто вас любит, те, которые готовы к вам откликаться. По этой карте, посмотрите, не просто дерево, да, и оно уходит корнями вглубь. Древо сферот, как все в балансе. Вот, наверное, этот баланс нужно перенести в далекое будущее. Может быть, и есть те вопросы, которые требуют вашего внимания, согласований. У кого-то напрямую по части недвижимости, подготовка в документах. Я могу допустить, что у кого-то и вопросы, связанные с наследством. Понятный день для всех, но у каждого своя какая-то палитра улучшения благополучия. И вот это время доброе июня. Вы можете и дома что-то улучшать, но можете задуматься. И все же по аркану древа это идут еще и наши близкие, у кого-то внуки, дети. Так вот, может быть, и по документам какие-то есть такие согласования, или когда вы должны какую-то информацию найти, но это все в конечном итоге к стабилизации вашей и словно, ну, как фундамент какой-то, или вот то место, как мы на якорь, да, допустим, становимся, ну, условно говоря, аллегорически, то место, где мы чувствуем себя еще и в безопасности. Вот здесь нужно максимально все прояснить. Все должно быть словно разложено по местам, или все точки над «и» расставлены. По сути дела, мы наводим порядок в собственной жизни. Как-то так. Но, наверное, карта коса нам говорит, с одной стороны, сбор урожая. И соответствует она десятке бубнов. Бубны – это, конечно, у нас деньги в первую очередь, но точно так же могут быть ценные бумаги или, может быть, документы важные, такие основополагающие, определяющие что-то. Но это еще и карта сбора урожая, когда вы можете получить, допустим, ту сумму денег, которая прежде задерживалась где-то. Но коса нам говорит о том, что еще и острие важно, может быть, не упорствовать на чем-то своем, иными словами, не порезаться, не пораниться, быть осторожным. Может быть осторожным в суждениях, может быть и в нашем отношении при важных разговорах или при важных согласованиях. Вроде бы и эффект какой-то есть по этой карте, да, или как сбор урожая. Но есть все равно и опасность, особенно если мы к чему-то непримиримы, или словно мы какие-то резкие движения делаем, что-то не просчитали, имеется в виду, ну вот как-то так вот по-своему, да, ну вот есть возможность, что мы что-то словно отрежем и потом будем жалеть. Вот есть такой тонкий нюанс, будьте внимательны, мои дорогие. Вот этот сбор урожая, он именно должен быть сбором урожая. Или, может быть, вы захотите что-то исправить. Я не могу сказать, что это не получится, по крайней мере, может быть, и есть смысл, если вот то, что вы хотите исправить, будет касаться именно наведения порядка. По крайней мере, можно попробовать. Давайте откроем следующую карту. Точно можно попробовать. Вы можете помириться. Вот эта карта, к примеру, дает возможность помириться или примириться. Принять во внимание, что противоположный человек или какая-то ключевая персона, может, это бизнес или какие-то деловые вопросы, но вы ее не измените. Человек в каких-то своих условиях может находиться или в своем статусе, при своих каких-то разного рода ограничениях, которые он вынужден учитывать. А мы его могли воспринимать совершенно по-другому. И тогда, вот если нам как будто ключи дают для победы, потому что 33, если мы сложим, это будет 6. И для того, чтобы мы вышли из какой-то зоны ограничений или словно из
собственные клетки предубеждений. Ключи в ваших руках. Все зависит где-то и от вашей инициативы, и насколько вы готовы стабилизировать какую-то обстановку. Здесь я вижу варианты на взаимодействие, безусловно. Все зависит от вашего желания. Кто или что спешит в вашу жизнь? Верховная жрица. Безусловно, это та, которая все знает. Может быть, и есть для мужчин та женщина, которая такая загадочная, непонятная. Ну, может быть. Конечно, это для всех будет в первую очередь говорить о том, что если мы храним молчание или где-то наши эмоции не бегут впереди нас, да, потому что ведь прообраз этой карты Ля Папесса, она умела хранить молчание, она умела хранить тайну, в первую очередь о себе самой. Ей приходилось все время договариваться. Так вот, эти энергии вам помогают. Так вот, может быть, подобные энергии спешат в вашу жизнь, чтобы там, где не было порядка, он был вами уже создан или возобновлен какой-то баланс на месте дисбаланса. Мои дорогие девочки, здесь может быть и для вас еще какая-то не совсем точная определенность, а вам приходится с этим взаимодействовать. Как будто принимай то, что есть сейчас в твоей жизни. И пусть нам в виде свечей, но всегда между двух колонн жрица располагается. И светлая колонна – это то, что мы демонстрируем, это то, что нам демонстрируют. А вот первопричина – это темная колонна. И нам нужно это учитывать. Пока мы не разберемся с причинами, мы будем все время какие-то грабли находить. Поэтому будьте вот словно верховная жрица, слушайте интуицию, куда-то не спешите. О себе много, может быть, и не рассказывать. Или не выносите вердиктов. Вот самое главное, не выносите вердиктов, что спешит вашу жизнь. По этой карте, по сути дела, какая-то тайна спешит вашу жизнь. Она может открыться, правда, но при вашем умелом взаимодействии, при ваших умелых договоренностях, при вашем каком-то душевном разговоре. Вы можете понять друг друга. И неважно на каком уровне. Пусть это работа, а у кого-то это любовная история. Здесь нет ничего невозможного. Может быть, для вас человек был ранее неправильно вами понят. Так вот здесь есть возможность исправить, закончить, иными словами, какую-то клетку. Но я могу предположить, что вы, мои дорогие близнецы, первый шаг будете делать, если вы действительно что-то хотите исправить, потому что ключи-то ведь в ваших руках. Может быть, и не стоит ждать, а сделать первые шаги. И тогда вам какой-то человек может и откликнуться. Вот. Если мы спросили, что же спешит в вашу жизнь, ну, где-то тут самому, может быть, и придется аккуратно вот так поспешить. Что прояснится? Вопрос какой-то по финансам, кстати, прояснится, по вашему благополучию, по вашему фундаменту, по твердому намерению процветать. Вот все то, что мы с вами говорили. Вот по этим двум картам, ну, может быть, даже по всем вообще картам, потому что король Пентаклей – это реалист. Это тот, у которого все под контролем. Тот, который прошел какой-то сложный путь проб и ошибок, он сам себя сделал. По этому аркану у нас проходят наши близкие. Может быть, буквально супруги, неважно, что у нас король. Может быть, это и женщина, девушка, мои дорогие. Но она в более таких мужских энергиях. Она вынуждена надеяться сама на себя. Но часто это проходят те люди, главное, это люди надежные, мои дорогие. Поэтому есть какой-то человек, который надежный, от которого нет неожиданностей, кстати. А если есть какие-то неожиданности с ним связанные, стало быть, это какие-то те препоны, преграды, на которые он повлиять не может. Вот есть тут такая подсказка. Да, с королем Пентаклей не идет какое-то вдохновение, мои дорогие. Тут тяжеловато, но может быть период такой у вас сейчас, что не совсем тут про вдохновение. Вам тут, правда, о порядке, который вот необходимо навести. С чем-то разобраться, чтобы все было расставлено по своим местам. И поэтому, если в неожиданностях, тут, знаете, как открыться какая-то тайна может, но я тут больше вижу, что, может быть, и первые шаги делаете вы сами. Может быть, это и человек есть какой-то, который, ну, как-то приходит вам как в виде отклика или какой-то вашей поддержки, или откликается
в принципе, на какой-то ваш проект. Ну, карта не говорит об этом на 100%. Здесь просто говорят о стабилизации, поэтому в неожиданностях вы можете избежать этих неожиданностей, если сами наводите порядок. Вот как будто так. Первая карта – Верховная Жрица. Что вам помогает? Ну вот принцесса мечей. Тут, с одной стороны, не замечтаться. Не ждать того, кто не придет. Или не надеяться на помощь какого-то конкретного человека, что вот он завтра сам откликнется и придет. Вот я говорила, что, скорее всего, инициатива должна быть вас самих. Вы сами ответственны за собственную жизнь. Я иногда называю эту карту как прообраз Медузы Горгоны, которая, как известно из мифологии, пострадала из-за своей наивности и доверчивости. Поэтому здесь и просчитаться, безусловно, с чем-то нельзя. Но точно так же нельзя Его Величество ожидать счастливый случай, что что-то решится само. Нет, здесь нужно быть вот так вот, как принцесса смотрит в эту подзорную трубу. Тут есть то, что вам нужно рассмотреть и вдали, и вблизи, и вместе сложить в какой-то красивый узор. Но, видимо, с чем-то не просчитаться, не прошляпить в очередной раз. Повторяюсь, у вас все вокруг да около какой-то основной темы ходит, и, видимо, она включает в себя, может быть, и ваше благополучие от начала до конца, а может быть, и вопросы финансов, откуда к вам приходят деньги. Но и еще, и если мы говорим о дипломатии, взаимодействие все время с какими-то персонами. И инициатива, она может исходить от вас, но это не когда вы совсем соглашаетесь, безусловно, нет. Тут наивным нельзя быть. То есть, что вы хотите осуществить, это тоже надо держать в фокусе, буквально, внимание. Но, может быть, и перепроверять какую-то информацию, чтобы не попасть в просак, мои дорогие. Вот в этом ваша сила. Будьте вот в таких энергиях, и это вам буквально помогает. В этом где-то ваша фортуна. А может быть, рассмотрите самые невероятные варианты, понимая, что... Ну, может быть, вам как будто заранее не говорят, какой будет результат. Или то, что ваши усилия будут сразу, ну, как встречены на ура, да? Может быть, вам и придется искать какие-то узкие фарватеры, чтобы решить тот или иной вопрос или стабилизировать что-то. Вот, наверное, этот якорь от начала до конца нам раскрывает, что он у вас должен быть укреплен. Твердое намерение, если имеется, процветать, значит, тут тоже все должно быть как-то продумано, просчитано, понятно вам, мои дорогие близнецы. Итак, первая карта, вот посмотрите, дела, работа, бизнес. Ну, поддержка наших близких по этой карте, конечно, безусловно, идет. Но именно в этой колоде. Потому что часто девятка чаш – это карта самодостаточности. Это в основном про деньги. Поэтому деньги как будто есть. Или какая-то денежная тема. Тогда, если денег нет, она сейчас наиболее актуальна и требует вашего решения. Причем решение, все то, что я говорила, какой-то вашей инициативы, а не ожидания, что вот оно само как-то там решится. Иначе мы потеряем время. Вот и все. Где-то про потерю времени говорит и принцесса мечей. Не потеряй как будто время. У тебя еще есть вот этот самый маневр. Но это все по максимуму. Поэтому, если вы хотите чего-то добиться, поставили такую цель, готовы быть дипломатами, у вас все получится. И пусть это денежный вопрос, пусть это вопрос работы, у кого-то вопрос взаимодействия с ключевыми партнерами или договоренности с чиновниками, да, допустим. Да у вас нет ничего невозможного, вы останетесь чем-то довольны. Стоит лишь вот эту гибкость где-то проявить. И правда, по максимуму. Это карта самодостаточного человека. Вот такие энергии. Ух ты. А здесь прямо тут удача и успех у вас может как-то раз, и вы прямо на пороге стоите будущих возможностей. Ну, правда, не упустите. Ведь это успех на будущее, да? Нам не говорят, он придет в твою жизнь буквально завтра. От того, как ты сумеешь, опять же, правильно воспользоваться ситуацией, воспользоваться своей дипломатией, от того, как ты не будешь оглядываться назад. Тут ведь нам говорят, отпускай прошлое и встречай все новое, что приходит на твой порог. Может быть, это у нас на деньги. Рассмотрите для себя новые варианты взаимодействия, какого-то сотрудничества. Если вы ищете работу, тогда нужно рассматривать самые разные направления. Вы могли, ну, так сориентироваться на что-то одно,
А здесь вам могут предложить, ну, где-то с учетом вашего, может быть, диплома, специальности, или чем вы занимались, в чем вы профи, но это в каком-то другом формате. Так вот, рассматривайте. Кто знает, может быть, для вас это будет как раз такая перспектива, о которой вы даже сейчас не можете представить. По этой карте нет ничего невозможного. И это карта, по сути дела, которая нас ведет к успеху. Но если мы подзастрянем в прошлом, или будем абсолютно, знаете, вот так вот уверены, что вот нет, вот должно быть вот только так и никак по-другому, мы упускаем возможности, мы упускаем успех. А это на деньги. А здесь какие-то новые перспективы. Посмотрите вверху, король пентаклей. Карта продуманного человека. И рядом карта самодостаточного человека. Но это пока еще только начало. Преддверие какого-то успеха и новых возможностей. Не упустите. Здесь нам многое может быть по этой карте еще непонятно наперед. Что-то мы точно не можем провзаимодействовать. Быть готовым к неожиданностям. Может быть, для кого-то по деньгам необходимо куда-то собраться, отправиться. На местности решить какой-то вопрос. Или на местности осмотреться. Масштабы, да, этого вопроса и какие мои вообще возможности. Ну, будьте готовы к неожиданностям. Где-то вот об этом нам говорят карты. Личная жизнь. Шестой аркан. Шестерка жезлов. И правда. В очередной раз повторяю, мои дорогие близнецы, каково бы ни было ваше состояние души на сегодняшний момент, каково бы ни было ваше состояние финансов на сегодняшний момент, и точно так же в состоянии дел, каких-то согласований у вас выпадает карта победителя. Пусть на личную жизнь, но жезлы, дела, работа, бизнес и где-то деньги. Но пусть это будет именно тот вопрос, который вы лично для себя, как для вашей личности. Необходимо вам решить, или вы должны для самих себя, как вот этот якорь в жизни найти. У вас есть возможности. Вот буквально для вас с 10 по 20 июня этот период может эти возможности и приносить. Весь вопрос лишь в том, захотите ли вы это увидеть. Раз. Потому что победа пытается, или высшие силы, рядом аркан колесница, что-то изменить. И пусть где-то мы там совершили ошибки. Мы люди, мы склонны ошибаться. Ну, простить себя за какие-то ошибки или за то, что, допустим, прежде, ну, может быть, мы поступали как-то не очень правильно. Или простить тех людей, которые в отношении нас поступали тоже не очень правильно. Иными словами, когда мы прощаем других, прощаем себя, мы идем более уверенной поступью вперед. Мы не застреваем в этом негативе. И для вас вот эта победа складывается из какой-то подобной ситуации. И более того, карта говорит на будущее вот эту победу. Или как будто у вас могут быть, знаете, быстро как развиваются события. Правда, ведь это тоже карта скорости. Так вот, к быстроте событий нужно быть готовым. И вполне вероятно, вы чем-то останетесь довольны. Вы будете чувствовать явно свою победу. Но это ни разу не говорит как карта о том, что мы можем расслабиться. Или мы можем думать, что мы всего уже достигли, вроде как победители, и все. Можно успокоиться. Нет, придется контролировать. Вверху вот нам показано, как нам нужно контролировать и вблизи, и вдали. Иначе как только мы ослабим контроль или спустим на тормоза, или вернемся к прежним методам, кстати, тут ведь про новые методы нам говорят, то все может пойти наперекосяк. Какая-то перезагрузка. Аркан колесница. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.